Всем здравствуйте! Это видео про мужские чувства и как сложно мужикам их выражать. Также в этом видео я расскажу про личный опыт. Я в браке 10 лет с женой, более даже 10 лет. Как я их выражаю, чему нас учит семья и школа, какие убеждения, какие стереотипы есть у мужчин. Почему мужикам так сложно говорить о своих чувствах, что они думают, что они чувствуют, что у них происходит внутри. На самом деле тут, как сказать, вопрос такой сложный. И легко, и просто. Почему женщины спокойно выражают свои эмоции, а у мужчин это все под запретом, у мужчин это все в тени. Ну, давайте начнем. Первое, что это какие есть стереотипы в обществе. Кто такой мужчина? Мужчина это главный в семье, он должен быть строгий, смелый, сильный. Опять же, это не хорошо или не плохо, это нормально. Но мужчины очень тяжело идут на раскрытие своего внутреннего мира. Если у мужика проблемы, то он просто замыкается в себе. Он думает, он анализирует, он ни с кем об этом не говорит, ни с кем не делится. Если у него жена спрашивает, там, допустим, он пришел с работы, ну что у тебя произошло, о чем ты думаешь? Он может рассказать, о чем он думает, но о чем он чувствует, для него это тяжело дается. Я опять же это по себе знаю, то, что многие мужчины скрывают вообще свои чувства и все держат у себя внутри. Потому что если есть такое, опять же, даже наподобие стереотипа, если мужчина начнет раскрывать свои чувства и говорить о чувствах, ему так покажется, будет показывать слабость свою, то, что он не все контролирует, то, что он может быть сверхэмоциональным. И когда вот опять вернемся к элементарной ситуации, когда мужчина пришел с работы, жена у него спрашивает, о чем он думает, мужчина об этом расскажет. Но когда жена у него спросит, о чем он чувствует, то у мужчины сразу же ступор. Так, чувство, что это такое, что я вообще могу чувствовать? И максимум, что он говорит, все хорошо, все нормально, у меня все окей, и все. Ну, то есть он не может, к сожалению, к большому, он не может рассказать то, что действительно у него на душе, какая у него там проблема, как он переживает об этом, что он при этом чувствует, что он хочет сделать. Конечно же, есть мужчины эмоциональные, и которые об этом все рассказывают, но таких очень-очень мало. Также я бы хотел вернуться немножко в детство. Дело в том, что все мы воспитывались, у нас есть родители, у нас была семья, у нас была школа, окружение, с кем мы общались. И в самом начале, когда мы были маленькие, нам, допустим, мне конкретный пример, мне мама говорила, ты мальчик, ты не должен показывать слабость, ты всегда должен быть сильным, ты никогда, грубо говоря, не должен плакать, плачут и выражают эмоции только девушки, только бабы, только женщины. Ты должен быть такой, как покерфейс такой постоянно, ты должен быть такой, как скала, ты должен быть брутальный такой, как мужик, прям такой настоящий мужик. Если у тебя что-то случилось, ты можешь мне об этом сказать. Как правило, вот конкретный пример, опять же, про нашу семью. Я никогда с мамой не говорил о чувствах. Она никогда меня не спрашивала, что я чувствовал в конкретный момент, что-то у меня случилось, хорошее или плохое. Опять же, это сейчас не хорошо или не плохо, так воспитывались наши родители. Время было такое, по-другому было никак. И, возможно, некоторые вещи наши родители не знали, и их не надо в этом винить. Тем более стереотип, и общество накладывает свои отпечатки, то, что вот про мужчин я имею в виду, про мальчиков, какие они должны быть. Или, допустим, такой пример с отцом, когда у нас были какие-то взаимодействия, и сейчас, допустим, папа меня никогда не спрашивал, что я чувствую. Он спрашивает, что я думаю, что я делаю, какие есть проблемы, мы с ним разговариваем до сих пор об этом. Но что я чувствую, такого никогда не было. Не было такого, чтобы я пап, чувствую, случилась такая ситуация, давай об этом поговорим, или к маме. Это то есть я сейчас все это говорю к тому, или давай с мамой это все обсудим. Это сейчас все говорю о том, что у нас даже с самого детства мужчины не привыкли выражать свои чувства и эмоции. Потом берем наше окружение, берем подростковый период, берем, без этого никуда, естественно, наши друзья, мужская любая компания. И если ты в мужской компании начнешь проявлять чувства и эмоции, начнешь о них разговаривать, начнешь о них говорить, на тебя будут смотреть как на изгоя на какого-то. Блин, ты что, баба что ли, ты что, женщина, ты что несешь-то вообще, ты почему такой эмоциональный? Мужик должен быть мужиком.
Ну и все в этом духе. Это у нас большой отпечаток идет с нашего воспитания. Опять же, это не хорошо или не плохо, нет такой правильной и неправильной модели поведения. Так оно и есть. Когда мы уже выросли, когда я уже женился, моя жена постоянно мне задает вопросы, мы с ней общаемся на том, о чем я думаю, что она думает. Но как только вопрос раньше, допустим, вот лет 5-6 назад, заходил о чувствах, когда меня жена спрашивала, там, не знаю, произошла какая-то ситуация, не только на работе, у нас в личном плане, допустим, какая-то ссора, конфликт, опять же, это нормально, ссоры, конфликты в отношениях. И она мне говорит, что ты чувствуешь? А я, да ничего я не чувствую, я вообще не понимаю, что такое чувствовать. Я не знаю, что такое чувствовать. Я не понимаю, как выражать свои чувства и эмоции. Я там, не знаю, максимум, что скажу, там, плохо, я злюсь, и то это там через год, через два я начал говорить, я чувствую себя плохо, я злюсь, я раздражен. А так я обычно говорил, все нормально, все окей. Если женщина, допустим, не знаю, у нее какая-то ситуация произошла, она может вспылить, она может, не знаю, элементарно поплакать, и опять же, это хорошо, она выпускает свои чувства, она выпускает свою энергию, она может пойти с подружками, не знаю, обсудить там мужиков, либо там какую-то действующую ситуацию, либо еще что-нибудь, то есть она это быстренько все выплеснула, все, и она уже в норме, у нее все окей. То у мужика, если что-то произошло, там, не знаю, сломалась машина, там, умер кот, или там собака, или там что-то не получилось на работе, или там еще что-то. Он замыкается в себе, он не знает, к кому обратиться, как обратиться. И тут очень важно, нужна поддержка от жены. Чтобы жена не гнобила мужа о том, что ты такой сухарь, ты не постоянно говоришь о чувствах. А если только мужчина начинает об этом говорить, чтобы жена его, как сказать, не попрекала и не уколола. Потому что для мужчин это тяжело. И мужчина боится быть в уязвимом положении. Он боится о том, что в следующий раз в какой-то ситуации женщина вспомнит эту ситуацию и кольнет туда. Вот мужики элементарно этого боятся. Это, опять же, это мой пример. Там, это что было 5-6 лет назад. Разговаривать с женой о чувствах — это очень-очень такая большая и серьезная терапия как таковая. Это большое действие. Это нужно быть полностью открытым. Это нужно не бояться. Просто не бояться. На самом деле это не просто. Это очень-очень тяжело. Это чтобы была интимность, чтобы было доверие. Чтобы начинать нужно с малого. Начинать нужно, там, не знаю, о 2-3 эмоциях, о какой-то маленькой ситуации, а потом все больше и больше. Просто в себе это не копить. И тут еще очень важно то, что многие мужчины в себе копят это все. Не только чувства, эмоции, да, кстати, и их тоже в основном. Они в себе копят обиду, страх, гнев, ненависть, злость, и хорошие, и плохие эмоции. А это ни к чему хорошему не приводит. Нужно эмоции все освобождать, нужно о них говорить, нужно их распаковывать, ну как любят говорить, и упаковывать более-менее в, как сказать, без эмоционального фона. Ну, допустим, опять же, произошла какая-то ситуация, либо на работе, либо в жизни, либо в семье. Нужно поговорить об этом, рассказать, что думает каждый из партнеров, муж, жена, обсудить это и снять этот эмоциональный накал. И чтобы у мужика не осталось, как сказать, этой эмоции внутри, чтобы он с ней не оставался один на один, чтобы он, не ложась спать, не думал, блин, а как решить эту проблему, что за фигня, чтобы она его не коробила, чтобы она его не съедала изнутри, не пожирала. В общем, это я все говорю, то, что мужчинам важно говорить о своих чувствах. Это очень-очень тяжело. Это, опять же, я по себе знаю. Есть много стереотипов в обществе, как я уже говорил. Есть очень много зависит также от семьи. Есть семьи, где конкретный пример я вижу, где парень, допустим, мальчик, там лет 8-12, разговаривает с мамой о чувствах, либо с папой о чувствах. Это классно, это здорово, то, что уже в такой семье, в такой интимной обстановке они об этом говорят. Ну, я вижу и другие примеры в семьях, и там пример, допустим, из моей семьи, где в нашей семье было просто не принято говорить. Семья наша не знала, что это такое. Как это? Мальчик будет говорить с мамой о чувствах. Ну что это? Это не мальчик тогда. Это непонятно кто тогда. Либо мальчик будет говорить с папой о чувствах. Типа, это неправильно, так не должно быть. Мужчина должен быть мужиком, он должен все хранить там в себе, как я уже говорил. На нас влияет семья, на нас влияет воспитание, на нас влияет социум, окружение, это друзья, социум там, и так далее. И также на нас влияет наш жизненный путь, наш
близкие люди, с кем мы общаемся, что мы делаем, то есть, грубо говоря, мы развиваемся в этой теме, не развиваемся, мы даем себе хоть небольшую гибкость, хотя бы просто задуматься об этом. Блин, мне вот 34 года, но может я поговорю немножко о чувствах, может ничего в этом плохого нет, или все строго. Так, чувство это плохо, не буду об этом говорить. А чувство говорить неправильно, не буду об этом говорить. Если когда я говорю, а не дай бог бывают такие ситуации, когда я говорю о чувствах либо о своих эмоциях, мне еще становится еще хуже. Все, запрет, ну его нафиг, это такая темная зона в нашем бессознательном, туда лучше не пойду, это лучше не буду делать. Естественно, это говорю к тому, что нужно быть, чуть-чуть стараться хотя бы быть гибким, стараться говорить об этом. Теперь совет конкретным женщинам. Многие женщины говорят это в ходе своей терапии, да и в ходе того, что я вижу из своего окружения. Многие девушки, женщины, жены говорят то, что их мужья сухари, они черствые, они никак ничего не выражают, а им хотелось бы. И то, что они не выражают, они еще больше злятся, они не понимают. Ну, то, что на самом деле там мужской и женский мозг немножко устроен по-разному. И там левое, правое полушарие мозга, у кого-то больше, у кого-то меньше. Какая-то часть более, не в плане то, что больше самым размером левое или правое полушарие, а более активный какой-то из одних полушарий. Опять же, у всех все по-разному. И для женщины это нормально выражать чувства, эмоции и так далее. И когда мужчина чуть-чуть начинает выражать свои чувства и эмоции, тут самое главное женщине дать ему высказаться. Дать ему понять то, что комфортная, безопасная обстановка, то, что ему никто не угрожает, то, что после этого не будет подколов, то, что после этого никто не будет вспоминать эту ситуацию. Чтобы мужчина был спокоен. Если он начинает 2-3 слова говорить о своих чувствах, это уже хорошо, это уже большой процесс. В последующем времени будет все больше и больше выражения данных чувств. И тут, как я уже сказал, главное, как сказать, у него этот первый момент, первый инстинкт в нем, ну, не сломать в нем. И по возможности просто молчать, просто слушать, просто спрашивать его, делать это без осуждений, без оценки, чтобы мужчина чувствовал себя в безопасности и потихонечку начал об этом говорить. В принципе, наверное, это видео будет подходить к концу. Основная цель этого видео, как я уже говорил, по себе, по своему личному опыту, то, что я вижу в окружении, по знаниям психологии, о том, что чувства и эмоции мужикам тяжело выражать. И если они начинают об этом говорить, то только, это я сейчас говорю для женщин, поддерживайте их в этом, создавайте эту атмосферу. Не колите их потом, либо в этот момент. Как-то не издевайтесь, грубо говоря, над ними. Потому что для них это очень-очень уязвимо. Потому что, повторюсь, если мужчина начинает выражать свои чувства и эмоции, он оказывается в уязвимой ситуации. А мужчина не любит быть в уязвимой ситуации. И для него это как слабость. И у некоторых есть такое убеждение, то что показывать чувства и эмоции – это показывать свою слабость. Нет, это не так. Показывать чувства и эмоции – это быть человеком. Это создавать нормальную ячейку общества. То есть это нормально. Опять же, это ни в коем случае не слабость. Всем большое спасибо за просмотр. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите в комментариях, буду на них отвечать. С вами был Сергей Витиченко, психолог, сексолог. Всего доброго, до свидания.